Дорогие друзья, это видео будет посвящено не этому клеевому пистолету, а всем клеевым пистолетам. Точнее, для всех тех, кто пользуется клеевыми пистолетами. Довольно-таки часто пользуется. Что я хочу показать в этом видео. До этого я пользовался вот таким вот и пользуюсь клеевым пистолетом. Неважно какой у вас. Главное, что это клеевой пистолет. У каждого клеевого пистолета есть вот такой вот носик. Как правило, он короткий. У него тут 3-миллиметровое сопло отверстие. И он короткий. То есть в чем неудобство? Если нужно куда-то залезть в узкое место, для того, чтобы нанести какую-то капельку клея, это очень тяжело сделать, тем более с учетом габаритной массы. То есть габариты у пистолета довольно-таки внушительные, и поэтому не всегда можно влезть куда-то в узкое место, чтобы нанести капельку клея в ту точку, куда именно нужно. Я искал решение, как это можно реализовать, но на самом деле все давно уже за нас решили и сделали наши друзья-китайцы. И на Алиэкспрессе я для себя нашел насадки для клеевых пистолетов. Они есть разной длины, с разным диаметром отверстия. Поэтому кому какое больше подходит модификация этой насадки, тот в принципе может выбрать и приобрести себе такую. Я себе приобрел две насадки длинных. Вот такие вот насадки. Вот такие. Это латунные насадки с резиновой, силиконовой точнее, термоизолирующей прослойкой, ну, прокладочкой такой вот. Они имеют клапан, то есть как обычная нормальная насадка. Шариковый клапан подпружиненный. И я заказал себе, приобрел насадки с двумя диаметрами. 3 мм и вот 2 мм. Сейчас я вам покажу более детально габаритные размеры этих насадок. Возьмем штангенциркуль и сделаем замер. Так, нули у нас. Длина с учетом резьбы 70 мм и 1/10. Если только сопло, то 45,5 мм где-то. Да. Диаметр самого сопла практически 5 мм. Да. Здесь диаметр сопла 2 мм. Как и заявлено. Входное отверстие чуть больше 4 мм. Вторая насадка в принципе точно такая же, за исключением того, что у нее, грубо говоря, 3 мм диаметр сопла. Все остальное в принципе то же самое. Теперь я подключу клеевой пистолет, разогрею его и сделаем пробное, скажем так, пробное использование родным носиком, родной насадкой. И потом я накручу новую насадку и точно так же сделаем с новой насадкой. Так, клей
разогрелся. Вот я взял крышечку канализационной трубы. И представим, что нам надо что-то внутри нанести клей. То есть сам габарит пистолета не помещается так, чтобы кончик насадки доходил аж до ребра. Это очень тяжело сделать, и приходится выдавливать, чтобы клей прямо так каплей капал туда, куда надо. А так, чтобы дотронуться и выдавить именно точечно, очень тяжело это сделать. Сейчас я вот поменяю насадку и покажу, насколько будет это легче сделать. Итак, я вот сменил насадку, накрутил насадку с 2-миллиметровым отверстием. Теперь вся длина насадки греется, и она горячая. Естественно, надо аккуратно при эксплуатации, чтобы не дотронуться до тела, иначе можно обжечься. Вот. Для ножки она не мешает, высота. То есть пистолет довольно-таки нормально стоит. Вот. А в плане использования, то есть вот я вам покажу сейчас крышечка, и мы вот выдавливаем именно в крышечку, видите, именно ребро. Сейчас мы поставим именно здесь клеевую точку. Вот мы выдавили точечку именно в нужном месте нам. Видно, да? Точно так же, вот еще раз повторю, вот мы выдавливаем именно в нужном нам месте точечку. Да, 2-миллиметровая насадка очень тяжело выдавливается через нее. То есть, но точечки именно там, где нам надо. Сейчас я попробую сменить 2-миллиметровую насадку на 3-миллиметровую насадку. И посмотрим. Так, друзья, я сделал замену на 3-миллиметровую насадку. И теперь попробуем 3-миллиметровой насадкой. Точно такой же эксперимент с крышечкой. Так, тут я вам хочу сказать, что что-то у нас вообще ничего не идет. Ага, клей выдавливается с пистолета с другой стороны. В чем проблема? Не понимаю. Да, поправил, там заживало клеевой пистолет на подачу. То есть вот, обратите внимание, вот у нас точка. Вот мы выдавили в необходимую точку капельку. Вот. Именно туда, куда надо. Вот мы выдавливаем капельку туда, куда надо. И при этом длина насадки нам позволяет это сделать в любую точку, куда нам надо. Вот мы выдавили туда, куда нам надо. То есть очень удобно. В любое место достает. Особенно это полезная такая, скажем, модернизация для тех, кто очень часто пользуется клеевым пистолетом, кто работает клеевым пистолетом. Будь это какое-то творчество, будь это какая-то работа. В общем, все что угодно. Очень удобно. Да, я повторюсь, есть насадки короткие, есть насадки еще длиннее есть. Но это считается 70 миллиметров длина насадки. Для меня она самая оптимальная. Ссылку именно на этот набор, это набором продавалось.
две насадки, одна 2 мм, одна 3 мм. А так я думаю, что каждый найдет для себя именно ту длину насадки или тот диаметр насадки, который ему нужен для каких-то определенных задач. Дорогие друзья, на этом все. Всем удачи, мирного неба. Всем пока.